they come from. Где-то месяц назад у меня было состояние, у меня была семья, практически раньше даже комфортно. I also had the capability, without any warrant of law, to search for, seize, and read your communications. Также у меня была возможность без какого-то ордера получать, читать всю вашу переписку. Anyone's communications at any time. Чью угодно переписку в любое время. That is the power to change people's fates. Это сила, которая способна изменить судьбу человека. It is also a serious violation of the law. Это также серьезное нарушение закона. The Fourth and Fifth Amendments to the Constitution of my country, the Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights, and numerous statutes and treaties forbid such systems of massive, pervasive surveillance. 4-я и 5-я поправки Конституции США, 12-я статья Декларации прав человека, а также ряд других договоров, статутов запрещают функционирование таких систем, настолько массовой, всепроникающей слежки. While the U.S. Constitution marks these programs as illegal, my government argues that secret court rulings, which the world is not permitted to see, somehow legitimizes an illegal affair. Хотя эти действия являются незаконными, мое правительство утверждает, что есть некоторые секретные постановления суда, которые делают эти действия законными. These rulings corrupt the most basic notion of justice, that it must be seen to be done. The immoral cannot be made moral through the use of secret law. А такие постановления ставят под вопрос само правосудие, потому что правосудие необходимо видеть то, как оно совершается. И нравственное, безнравственное не может быть сделано нравственным посредством секретных законов. I believe in the principle declared at Nuremberg in 1945. Individuals have international duties which transcend national obligations of obedience. Therefore, individual citizens have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring. Я верю в принцип, который был утвержден в Нюрнберге в 1945 году, который говорит о том, что индивиды несут обязанности, которые превалируют над национальным законом. Таким образом, отдельные граждане должны нарушать национальное право с целью предотвращения совершения преступлений против мира и человечности. Accordingly, I did what I believed right and began a campaign to address what I witnessed. Поэтому я начал действовать для того, чтобы предотвратить то, что я наблюдал от совершения. Я не стремился к прекращению, я не хотел продавать секреты Соединенных Штатов, и я не работал с каким-то зарубежным правительством для того, чтобы оно гарантировало мою безопасность. Instead, I took what I knew to the public, so that what affects all of us could be discussed by all of us in the light of day, and I asked the world for justice. Вместо этого я просто рассказал то, что я знал общественности, чтобы последствия и то, что влияет на всех нас, могло обсуждаться в дневном свете. That moral decision to tell the public about spying that affects all of us has been costly, but it was the right thing to do, and I have no regrets. Это решение мне обошлось дорогой ценой, но я ни о чем не жалею. Since that time, the government and the intelligence services of America have attempted to make an example of me, a warning to all others who might speak out as I have. С того времени правительство и разведка США попробовали сделать меня определенного рода примером, предостережением для всех тех, кто захочет высказать свое мнение. And pounded from my actual political expression, the United States government has placed me on no side.
лишили Родины и меня преследуют за то, что я... Более того, правительство Соединенных Штатов поместило меня в списке тех, кому запрещен выезд. It demanded Hong Kong return me outside the framework of its laws, in direct violation of the principle of non-refoulement, the law of nations. Соединенные Штаты также потребовали от Гонконга нарушение национального права вернуть меня в США, и также нарушение закона об отказе от принудительной репатриации. It is threatened with sanctions countries who would stand up for my human rights and the UN asylum system. It has even taken the unprecedented step of ordering military allies to ground a Latin American president's plane in search for a political refugee. Также Соединенные Штаты пригрозили тем государствам, которые хотели предоставить мне убежище санкциями, также совершили прецедентный шаг, приказав своим военным союзникам заставить самолет латиноамериканского президента represent a threat not just to the dignity of Latin America, but to the basic rights shared by every person, every nation, to live free from persecution and to seek and enjoy asylum. Такие эскалации представляют угрозу не только достоинству Латинской Америки, но и самым основным правам любого человека, любой нации жить в свободе от преследования и запрашивать убежище. Yet even in the face of this historically disproportionate aggression, countries around the world have offered support and asylum. Однако перед лицом этой беспрецедентной в истории агрессии страны мира предложили мне убежище. These nations, including Russia, Venezuela, Bolivia, Iraq, Ecuador, have my gratitude and respect for being the first to stand against human rights violations carried out by the powerful rather than the powerless. Эти государства, включающие в себя Россию, Венесуэлу, Боливию, Никарагуа и Эквадор, должны услышать мою полную благодарность и уважение за то, что они выступил против нарушения прав человека со стороны не тех, у кого нет какой-то власти, а у тех, у кого она есть. By refusing to compromise their principles and face intimidation, they have earned the respect of the world. It is my intention to travel to each of these countries to extend my personal thanks to their people and their leaders. Эти страны отказались от того, чтобы отступиться от своих принципов перед лицом запугивания со стороны Соединенных Штатов. И этим они получили уважение во всем мире. Вот сейчас я намерен посетить эти страны для того, чтобы выразить лидерам этих стран благодарность, а также My asylee status is now formal, and no state has a basis by which to limit or interfere with my right to enjoy that asylum. Например, то, что президент Венесуэлы Мадуро предложил мне убежище, теперь сделало мой статус человека, который запрашивает убежище, официальным. И теперь никакое государство не может помешать мне в реализации этого права. As we have seen, however, some governments in Western Europe and North America have demonstrated a willingness to act outside the law, and this behavior persists today. This unlawful threat makes it impossible for me to travel to Latin America and enjoy the asylum granted there in accordance with our shared rights. Однако, как мы видим, некоторые правительства в Западной Европе и Северной Америке продемонстрировали желание действовать вне рамок международного права и продолжают действовать по этой же модели. Такие незаконные нарушения мешают мне переехать в Латинскую Америку, где мне может быть предоставлено убежище в соответствии с международным правом. This willingness by powerful states to act extra-legally
represents a threat to all of us and must not be allowed to succeed. Accordingly, I ask for your assistance in requesting guarantees of safe passage from the relevant nations in securing my travel to Latin America, as well as requesting asylum in Russia until such time as these states accede to law and my legal travel is permitted. Это желание, имеющее большую власть государств действовать вне рамок международного права, представляют угрозу для всех нас. И мы не можем допустить этого. Поэтому я прошу вас оказать мне поддержку в просьбе о предоставлении гарантий безопасного пролета в соответствующие государства, а также в том, чтобы я смог достигнуть Латинской Америки, а также прошу вас поддержать меня в просьбе о предоставлении убежища в России. I will be submitting my request to Russia today and hope it will be accepted favorably. Сегодня я собираюсь представить свою просьбу о предоставлении убежища в России и надеюсь, что она получит благосклонный ответ. If you have any questions, I will answer what I can. Thank you. Sorry, I'm just not sure I understood you correctly. Are you requesting safety guarantees, for example, stay in Russia today, travel to Latin America, or you are rather asking for asylum here in this country? So first off, it's very difficult to hear that you also want to translate for those that don't speak English. Could you just also let us know your name and where you're I'm from? dialogue now with Human Rights Watch here in Moscow. And I'm just wondering if I understood you correctly. Did I hear you right that you would want to... I believe that the legal means to stay in Russia safely, to attempt to move to Latin America, is to request asylum in the Russian Federation. Я думаю, что единственный способ для того, чтобы мое пребывание здесь было безопасным, перед тем, как я дальше продвинусь в Латинскую Америку, заключается в том, чтобы я попросил здесь убежище. Да, осуждаю, значит, осознает ли... Да, генперезник, член московской хельсинской группы и адвокат. Осознает ли господин Сноуден, что если он получит политическое убежище в России, после того, как он пересечет границу России и уедет, он автоматически лишается этого права. По закону. So you do realize that if you get asylum in Russia and then cross the border with Russia, you lose the right to stay here and live. I can learn more about it, but I believe that all states have the sovereign right to grant asylum, and the grant of one state's asylum does not mean Я не совсем разбираюсь в юридических вопросах, но, насколько я знаю, каждое государство обладает суверенным правом предоставлять убежище, и предоставление одним государством убежища не мешает другому государству также предоставить Я